Светильник из банки. Как сделать фактуру снегопада из доступных материалов. Стекло необходимо обезжирить ацетоном или спиртом. Кукурузный крахмал смешиваю с клеем ПВА 1 к 1. Этот раствор наносим очень тонким слоем на банку. Если нанести толстый слой, то он потрескается. Должна получиться вот такая паутинка. Теперь сушим. Из этого одинокого бокала сделаю подсвечник в технике мыльные пузыри. Эту массу из клея и крахмала можно наносить только одним слоем. Если после просушки вы где-то пропустили, лучше оставить как есть. Может потрескаться и отлететь. На банке буду делать декупаж из этой салфетки. Измеряю высоту. Добавляю 1,5 сантиметра. Окрашиваю под декупаж белой акриловой краской. Сначала приклеиваю на воду. Затем на клей ПВА, разведенный водой. Когда высохнет, наношу акриловый лак только на декупаж. Оставшуюся смесь клея ПВА и крахмала добавляю в соду. И акриловую краску. Наносить можно спонжем или кистью. Для имитации снега можно также использовать манку. Достаточно смешать клей с содой или манкой, добавив немного белой акриловой краски. Осталось только подрисовать елочки. Покрывать эту поверхность лаком не стоит. Поверхность становится глянцевой и пропадает эффект снегопада. Как видите, на этой поверхности можно рисовать акриловыми красками. И на ней я попробовала одну интересную технику. Об этом чуть позже. Даже без подсветки это выглядит очень эффектно, очень похоже на снегопад. Немного выделяю фактуру сугробов нежно-голубым.
такой светильник можно положить светодиодную гирлянду или вот такую свечку. Я люблю живой огонь свечи. Наливаю воду и пускаю свечку в плавание. Посмотрите, как еще можно окрасить стекло на таком грунте. В невысокую емкость наливаю воду, акриловую краску и средство для мытья посуды. Если плохо пенится, добавьте еще мыло и воду. Касаться краев емкости не стоит, снимаем только шапку пузырей и даем высохнуть. В этой технике можно окрашивать не только стекло. На канале есть видео про мыльные пузыри. Ссылка в описании. Дорогие подписчики и зрители канала, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Спасибо большое за ваши отзывы и лайки, за то, что подписываетесь на канал и поддерживаете меня. Я желаю всем мира, добра и света.